Всем привет-привет, всем прекрасной пятницы. Сегодня мы с вами будем делать такой психологический расклад, когда я люблю погружаться, расклад на одну позицию, поэтому сразу об этом заранее говорю, для тех, кто не любит смотреть расклады на одну позицию, да, чтобы переключились на какие-то другие мои расклады, вот, чтобы не было никаких претензий, не было никаких раздражений. А я люблю такие расклады, я люблю глубину, вы это знаете. И сегодня мы с вами будем смотреть расклад. Опять же таки, тему этого расклада я увидела в одном из комментариев. Знаете, это когда я читаю ваши комментарии, и комментарии обращаю внимание на ваше состояние, на то, что вы проживаете, какие вопросы у вас, возможно, бывают. То есть я могу в комментариях не ответить, но оставить вопрос, например, для темы расклада. Так вот, данный комментарий, он был взят под каким-то из моих раскладов, где подписчица писала о том, что возникает чувство беспомощности. Ну, это было в контексте, конечно же, да, но мне сама идея понравилась, потому что и я неоднократно сталкивалась с таким состоянием, и думаю, и вам оно знакомо. Чувство беспомощности, когда ты один против всех, и тебя никто не понимает. Наверное, думаю, вы сталкивались с такими моментами, и если вам интересно, в чем причина, да, почему оно возникает, какой посыл оно несет в себе, что оно хочет нам сказать, вот в этом сегодня мы с вами будем разбираться. Напоминаю, что если вы хотите прийти на личную консультацию, либо на беседу со смыслом, либо подписаться на мой телеграм-канал, либо подать заявку на платную группу в телеграме, в общем, все, что имеет отношение к моей деятельности, по ссылке мои услуги под этим роликом, либо можете мне написать в личку в телеграм-канал. Все, что вас интересует, я вам с огромным удовольствием отвечу о своих услугах. А мы с вами приступим. У нас в раскладе будет, по-моему, всего 5 вопросов. Раз, два, три, 4, 5, да. 5 вопросов, но мне кажется, они будут так достаточно глубокие. Итак, тема чувства беспомощности. Ты один против всех. И самое главное, что тебя никто не понимает. Что дает вам это чувство? Что дает вам это чувство? Аркан силы, да? Интересный такой момент, сразу психологически пошел, дает вам, скорее всего, не дает, а забирает, а если и дает, то дает какие-то страхи. Да, здесь даже на самом аркане, если вы посмотрите, изображен больной, отсвечивает вот так блики, да, который боится укола, да, то есть он чувствует себя в позиции слабости, в позиции как раз-таки немощности и беспомощности, как тема нашего расклада. То есть что вам дает? Во-первых, вам дает вот это вот как раз-таки состояние своей слабости, своей какой-то вот безысходности, скованности, ограничения, такое чувство, что я не могу не подчиниться в данном случае какой-то ситуации. То есть действительно какая-то ограниченность и ощущение вот вынужденности. С другой стороны, эта ситуация, она всплывает в вас, пробуждает в вас страхи. Вот какие страхи здесь пробуждаются? Страхи, страхи отсутствия взаимности. Да, как раз-таки, опять-таки, как в теме, то есть такое ощущение, что заявленная тема нам это и дает. Ответ на вопрос, что нам дает эта ситуация, вот эти как раз-таки эмоции, переживания, она нам и дает. Отсутствие взаимности. Отсутствие того, что в каких-то моментах я вынужден что-то придумывать себе, что-то додумывать, да, того, чего нету, закрывать, возможно,
глаза на какие-то обстоятельства, но внутри есть такое чувство неудовлетворения, да, что все равно рано или поздно эта ситуация как будто бы прорвет, что я не смогу долго ее сдерживать, что я как-то осознанно себя ввожу в состояние самообмана. Что еще дает? Дает чувство того, что я хочу видеть только то, что я хочу, а то, что мне не нравится, я на это закрываю глаза. И вообще такое ощущение, что я не вижу картинку целиком, либо я что-то не понимаю, либо я в чем-то не разбираюсь. Такие глубокие чувства, еще какое чувство. Ну, здесь сразу моменты самобичевания, да, проскальзывают. Сразу всплывают моменты критики, какого-то болезненного отношения к самому себе. Ну, однозначно, это состояние, оно не вызывает здоровой какой-то реакции, а наоборот, какие-то вот болезненные, травмирующие моменты в жизни каждого из вас, они всплывают на поверхность. То есть у каждого свои были травмы. Вот в этот момент, когда ситуация активизируется, да, либо вы ее проживаете, вот самые такие негативные, ущербные, можно сказать, эмоции внутри вас пробуждаются, да, то есть тут и злость, и агрессия, причем вы как будто бы боретесь сами с собой, да, то есть вы не согласны сами с собой, обижаетесь на себя, да, раздражаетесь, то есть здесь какая-то вот борьба против самого себя, ну, то есть агрессия, направленная внутрь себя, разрушительные какие-то эмоции, очень много злости от того, что что-то вы здесь просто не понимаете, да, как будто бы недостаток какой-то ясности и, конечно же, состояние вот этой вот беспомощности, отсутствие ясности, я не знаю, как мне себя вести, я не знаю, как мне правильно поступать. Почему? Потому что вот не хватает какой-то информации в этот момент. Что за информации вам не хватает? Верховная жрица и говорит какая-то тайна, да, то есть как прийти к балансу, да, как сбалансировать эту ситуацию, как успокоить свои эмоции, как научиться ими управлять, как прийти вот к какому-то такому, знаете, спокойному реагированию на какие-то моменты несправедливости, что ли. Но вообще эта ситуация, она такая очень болезненная. Здесь вот прям такой большой спектр, такое ощущение, что вот действительно какие-то наши внутренние теневые аспекты пробуждаются, звериные какие-то инстинкты, да, и здесь может быть, знаете, такое чувство, что человек сам не осознает, насколько в этот момент он является самым большим врагом для самого себя. То есть вы можете ощущать какие-то эмоции, но насколько они разрушающие, насколько их сила очень мощная, вот прям, вот вы этого не видите. То есть насколько вы делаете себе плохо. То есть в теории, да, это можно понять, но вот такое, знаете, здесь такая картинка просто. Если бы вы смогли вот эту ситуацию с энергетической точки зрения посмотреть через микроскоп, да, либо если бы была возможность посмотреть ваше состояние, вашей ауры в этот момент, вот прям наглядно видеть, да, вы бы увидели очень много огня, какого-то такого, знаете, взрыва, то есть примерно то, что изображено на аркане башни. Когда человек, вот как, я не знаю, как в каком-то бреду горит изнутри, и вот это вот пепелище, прям картинки войн, вот прям очень такое мощное состояние негативное, но почему-то, знаете, здесь человек его каким-то образом так не воспринимает. Ему, наоборот, кажется, что ну, это просто не очень приятное состояние, дискомфортное, но вот именно масштабы, здесь нет осознания масштабов разрушения в этот момент. У меня такое чувство сразу возникает, то есть, допустим, если мы задаемся вопросом, как решить эту задачу, то вот элементарно
если бы у вас была возможность посмотреть внутренним взором, вот то, что я сказала, да, вот на вашу ауру, то, что происходит внутри вас, то есть посмотреть на себя со стороны, не на свое поведение, а на энергетическом уровне, что происходит. Это вот прям вот какой-то взрыв, да, как взрыв суперновой. Это очень устрашающе, и это очень такое яркое зрелище, и ну вот последствия этого зрелища, оно прям очень сильно усугубляет ситуацию. И вот, к сожалению, вот этого вы не видите. Если бы была возможность это посмотреть, то вы бы, пребывая в аналогичных ситуациях, вы бы сразу захотели поменять свое состояние. Да? То есть, знаете, вот бывает так, когда ты можешь много раз рассказывать о вкусе лимона, но стоит только один раз его попробовать, особенно если он еще такой незрелый, он такой кислый, он такой какой-то, знаете, ядовитый, противный, что просто после того, как вы получаете опыт, да, того, как вы попробовали лимон, и потом, вспоминая о нем, вас сразу как-то вот перетряхивает, да, вот какой-то шлейф остается, да, в памяти. Вот здесь вот примерно то же самое. Если бы вы один раз это увидели, вы бы никогда больше не позволили себе входить в это состояние. И это было бы для вас решением. Хорошо. Что оно дает? В принципе, карты показали, что какой заголовок нашего расклада, да, какая наша тема, то она, в принципе, и дает. Какие потребности просят покрыть? Вот эта ситуация, да, она вызывает у человека в этот момент какие-то потребности. Вот что это за потребности, которые необходимо покрыть? Потребность в коммуникации, и здесь не просто в общении, а умение ярко отстаивать свою позицию, умение находить правильные нужные слова, чтобы, возможно, дать отпор. То есть здесь потребность вот в храбрости, что ли, и в храбрости самовыражения. То есть уметь выразить то, что происходит внутри вас в виде мыслей, в виде каких-то состояний. То есть здесь вот какое-то бесстрашие, что ли, идет. Потребность проговаривать это, не держать внутри себя. Потребность показать, донести эту информацию, да, либо... Ну вот здесь вот все, что связано с коммуникацией, и очень ярко выразить свой характер, выразить свою позицию. То есть здесь такое ощущение, знаете, не то чтобы дать отпор обидчику, да, либо другим людям, а показать, кто вы есть на самом деле. Вот такое чувство, что вот хочу вот прям открыть свое нутро и показать, вот, посмотри, кто я есть на самом деле, с кем ты воюешь, да, то есть что... Как мне сложно здесь в этом раскладе, здесь все идет в таких очень ярких картинках показывается, и картинки, которые я сейчас вижу, вот как будто этот человек, знаете, в огне пылает. Вот эти вот ярко-красные, оранжевые цвета, и вот такое чувство, что вот человек как будто бы, не знаю, на себе рубашку рвет, да, либо вот верхнее какое-то одеяние для того, чтобы показать, вот что у него в душе происходит. То есть как будто бы он открывает свое нутро, показывая, посмотри, что происходит, кто я есть на самом деле, что не так. То есть вот какой-то, знаете, крик души, что ли. Но и с другой стороны, потребность как раз-таки в проговаривании, выражении, в том, чтобы не держать в себе, чтобы не бояться, чтобы доносить информацию. Здесь, возможно, будут какие-то проблемы с вишуткой, вот, и плюс ко всему с третьей чакрой тоже, да, то есть проявление своей силы воли здесь тоже может быть такое, потребность вот эти две чакры. Еще какие потребности эта ситуация просит покрыть? Девятка кубков, знаете, состояние, вот какое-то удовлетворение. То есть здесь человек хочет получить какое-то удовлетворение. У меня здесь ощущение того, что как будто бы эта ситуация каким-то образом идет из детства. Знаете, когда... ребенка обижают, не знаю, одноклассники, либо там, я не знаю, дети постарше, вот это вот буллинг, который присутствует в школе, всегда возникает такое ощущение, что вот сейчас придет
кто-то постарше, да, и заступится. Там брат, папа, либо еще какой-то. То есть вот какая-то мужская фигура, как олицетворение силы и власти, которая придет и даст отпор. И вот в этот момент я получаю удовлетворение, что кто-то за меня заступился. И этот пример, он как раз-таки показывает, что вот эта вот потребность, да, не чувствовать себя одиноким, что вот есть кто-то, кто за тебя заступится, что кому-то ты нужен в этом мире. Вот это какая-то детская травма здесь идет. Поэтому здесь какое-то вот удовлетворение, но удовлетворение на уровне, не знаю, на уровне сердца, на уровне какого-то такого расслабленного, что ли, состояния, когда я не хочу думать, я не хочу поступать из состояния своего эго. Вот здесь какая-то, знаете, еще вот потребность в дружеской какой-то коммуникации, в дружеском общении, прям как в мультике, да, Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Вот какое-то вот такое состояние здесь тоже есть. Хочется вот как будто бы как-то по-братски, что ли, дружно, мирно, дипломатично прийти к разрешению этой ситуации. Ну и плюс ко всему, что вот кто-то вступится за вас, кто-то... Либо вот в какие-то такие моменты есть ощущение недостатка силы, внутренней какой-то силы. То есть вы чувствуете свою слабость, и вот в эти моменты как будто бы хочется быть сильнее, хочется быть больше, хочется быть мощнее, чтобы дать отпор. И от этого получить удовольствие, да, что не чувствовать себя какой-то, вот я не знаю, песчинкой, не чувствовать себя слабаком, не чувствовать себя нереализованным. То есть вот какие-то вот ущербные моменты, поэтому вот это вот какая потребность? Потребность удовольствия, да, расслабленности, что вот я в расслабленном таком моменте, и все разрешится с наилучшим исходом в этой ситуации. Еще какая потребность просится тут покрыть? Ну вот аркан умеренности, да, примирения. Здесь вообще есть вот это вот ощущение баланса, да, уже 2 аркана выпадает, на баланс, на гармонию. В чем вот здесь дисбаланс есть в этой ситуации? Дисбаланс заключается в том, что, вот опять же таки говорила этой по двойке, что есть некая идеализация, вот это вот ошибка, то есть идеализация может быть других людей, либо идеализация себя, либо идеализация некой такой ситуации, то есть такое ощущение, что вот присутствует иллюзорность, что человек как будто бы не воспринимает ситуацию реально такой, какая она есть. То есть в большей степени она как будто бы придуманная. Либо она улучшенная в несколько раз, какая-то такая версия этой ситуации, либо здесь вот человек как не дает себе отчет, но он не видит реалистично ситуацию. Здесь как будто бы включаются эмоции и... Идеализация может быть связана с надеждой, что вот я надеюсь на кого-то, либо на что-то, что это или сама ситуация, да, вот придет как-то разрулиться. Здесь вот с психологической точки зрения, да, человек не чувствует в себе уверенности, я бы так сказала, он каким-то образом себя сам обесценивает, сам преуменьшает свои возможности. И вот в этом есть тоже некая такая иллюзия. Но однозначно, как будто бы вот здесь человек не видит реально ситуацию. У него перекос идет, да, вот в чем дисбаланс. Дисбаланс в том, что он уходит именно в эмоции. Не в разум, а уходит в эмоции. То есть он надеется на то, чего нету. Он полагается на то, чего нету, либо не может быть. Либо плюс ко всему он еще как-то вот идеализирует другого человека, либо наоборот идеализирует себя. Но в любом случае нету реальной картины той ситуации, в которой здесь человек оказывается, когда он чувствует себя беспомощным. То есть здесь много напридуманного.
Что конкретно в этой ситуации придумано? Но здесь есть надежда на то, что вот эта вот ситуация, как будто бы она изменится сама по себе. То есть я не буду не прикладывать никаких усилий, вот именно в контексте того, что нас никто не понимает, поэтому я не буду прикладывать никакие усилия для того, чтобы там себя изменить, либо, не знаю, может быть, изменить свое окружение, либо изменить свои какие-то взгляды, свои какие подходы, реакции. То вот что-то здесь должно измениться, и человек надеется, что вот все само собой разрулится. Либо, может быть, иллюзия того, что вот я такой, какая я есть, и вот пускай меня принимают так, как есть, либо если не хотят, тогда вот я буду один, потому что меня никто и так и не понимает, и вот я не буду подстраиваться ни под кого. Здесь какие-то такие моменты, здесь вообще проблемы в коммуникации, в восприятии мира и в коммуникации. То есть вы сами как-то искаженно смотрите на мир, вы сами как-то искаженно смотрите на людей. Иногда вот такое ощущение, что вот вы дорисовываете того, чего нет. Может быть, где-то что-то вас кто-то и не понимает, действительно, либо, не знаю, вот такое чувство, что, возможно, вы идете, например, в какую-то организацию, допустим, да, вам надо сдать какие-то документы. И к вам начинают не то чтобы придираться, говорят, вот вам вот этого документа не хватает, вот этого документа не хватает. И вот вы чувствуете, что, что не получается осуществить задуманное, да, что, возможно, есть бюрократия, возможно, до меня вот как будто бы докапывается. Возникает вот это вот ощущение, что я как будто бы борюсь с этим миром. Но это ваше субъективное ощущение, потому что на самом деле здесь нету, то есть служащий на данном посту, он не то что имеет что-то лично к вам, да, и претензии, и докапывается просто до вас, чтобы вы принесли ту или иную бумажку, а просто, возможно, есть какой-то устав, есть какие-то правила, и он им соответствует. Конечно же, он может идти где-то в каких-то моментах там на уступки, всегда есть какой-то иной подход. Вот, но если человек, допустим, принципиален, это не значит, что вот он как-то вот против вас борется, понимаете? У него может быть какие-то свои проблемы, какое-то свое видение мира. А вы как-то вот воспринимаете его несогласие, недружелюбие по отношению к вам, что в его лице вы видите весь мир, и он как будто бы борется с вами. Вот есть зерно правды в этой ситуации, но все остальное как будто бы ваш мозг дорисовывает. И на самом деле, вот на что я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание, что вот в таких ситуациях на самом деле идет, здесь только дьявола мне не хватает в арканах, потому что это его задача как раз-таки проекция вашего внутреннего состояния, либо каких-то воспоминаний из прошлого, на ситуацию, то есть перенос. Вы как будто бы переносите то, что у вас было уже, либо ваше восприятие на эту ситуацию. То есть ситуация может быть немножко иной. Вы увидели какой-то якорь в этой ситуации, то есть то, что вас зацепило, а все остальное вы додумали, воспроизвели, исходя из своего какого-то прошлого опыта. Вот в этом здесь идет идеализация именно по звезде. И здесь могут включаться какие-то моменты, ну, в некоторой степени, может быть, и эгоистичные, может быть, и нет, не знаю, не берусь решать, но вы как будто надеетесь на то, что вот все произойдет само по себе, я не хочу себя менять. То есть вам ситуация все время подсвечивает то, что, возможно, нужно в себе что-то изменить. Не ломать себя, а изменить, либо понять, либо разобраться, либо что-то увидеть. То есть здесь какие-то перемены по тузу Пентакли, то есть вам эта ситуация дается как шанс что-то увидеть, что-то улучшить, как некий такой подарок, но вы его не берете, вы настаиваете на своем, вот на своей какой-то вот этой вот позиции болезненной. Так, еще какие потребности эта ситуация просит покрыть? Ну вот потребности ваших страхов, а страхи здесь как раз-таки связаны с тем, что вы как будто бы убегаете от себя. Что вы в себе не хотите видеть в этой ситуации?
Вы не хотите видеть как раз-таки то, что вам нужно меняться, то, что вам нужно двигаться вперед. Что вам нужно собрать воедино все те ресурсы, которые вы вкладывали в виде опыта какого-то, да, прошлого, либо череда какого-то опыта, да, ситуации, собрать воедино для того, чтобы совершить прорыв. Вот вы как-то не видите этой ситуации, что вот она вам дается, по сути, для того, чтобы вы совершили этот прорыв, для того, чтобы вы двинулись вперед. Вы как будто бы здесь нету движения, поэтому эти ситуации, они повторяются для того, чтобы вы их заметили и, ну вот как-то, знаете, как 101-я обезьяна, да, по капле, дойдет до какого-то пикового состояния, и потом появляется прорыв. Вот вас как будто бы подводят все время к этому прорыву, а вы как будто бы сливаетесь, вы не доходите до этой пиковой точки, то есть вы сами себе не помогаете, чтобы двинуться дальше. А куда вы здесь двигаться должны? Король мечей. Вы должны прийти к разумности, то есть опираться на свой разум, на аналитику, на расчет, а не на свои эмоции. То есть вас ведут к более такому сдержанному образу жизни, да, в контексте эмоциональной реакции. То есть первично подумать, а потом уже реагировать, а не включать вот эти свои эмоции травмирующие. То есть оценивать здраво ситуацию, не проецировать то, что вы хотите, либо то, что... Ну, здесь какие-то автоматизмы идут, да, когда вы до какого-то определенного момента, да, вы вот вроде бы, если здесь, например, речь касается какого-то человека, да, либо каких-то людей, вы их видите, но как только что-то они вам говорят, либо как-то они себя ведут таким образом, что вот какая-то кнопочка внутри вас срабатывает, как якорь, и после этого момента происходит затуманивание вашего разума, и вы дальше действуете на автомате через какие-то свои травмы. То есть дальше вы не видите ситуации адекватно, реалистично, такая, какая она есть, а вы воспроизводите вот то, что было когда-то в вашем детстве. Вы даже себе не даете отчет, насколько вот эта вот ловушка ума присутствует, и вот вас хотят привести к королю мечей для того, чтобы вот вы немножечко отстранились, дистанцировались от этой ситуации и посмотрели на нее со стороны, чтобы вы научились быть более таким, знаете, холоднокровным, быть более сдержанным и продуманным. Я не могу сказать, что у короля мечей нету вообще эмоций, но у него разум торжествует над эмоциями, он умеет ими управлять, он отдает себе отчет в том, что не всегда эмоциональность – это хорошо, особенно если это имеет отношение в принятии какого-то серьезного решения. Хорошо, следующий вопрос. Какие вторичные выгоды есть в этом состоянии? Вот то, что я беспомощна. Хотя здесь, в принципе, уже показали, да, вторичная выгода, то, что я ничего не хочу поменять, и то, что я не хочу двигаться вперед, да, то есть где-то, ну вот вам нравится вот это немножечко некий такой мазохизм, который здесь присутствует, потому что вот им можно, используя его, да, можно как-то манипулировать ситуацией. Но опять же таки, это какие-то детские механизмы реакции, умение управлять взрослыми для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Но это детские механизмы. Ну да, мы сейчас посмотрим, да, какие вторичные выгоды есть в этом состоянии беспомощности. Девятка жезлов. Это вам дает возможность закрываться, то есть нежелание общаться с людьми, да, то есть за прикрытием того, что я боюсь, вы просто получаете какую-то отсрочку, либо свое личное какое-то пространство и не взаимодействуете с людьми.
опять же таки, да, я говорила здесь у нас выпадает королева жезлов, девятка мечей и девятка жезлов. То есть девятка интровертная, закрытая, здесь человек не может правильно выстроить, у него нету правильных примеров коммуникации. То есть, возможно, ну вот хорошо было бы посмотреть, как выстраивается вообще коммуникация между людьми, да, вот вопросы, может быть, поизучать дипломатии. То есть все, что связано с общением, с умением доносить информацию до другого человека. То есть здесь, возможно, здесь и могут быть какие-то моменты, там, я не знаю, косноязычия, да, либо какие-то трудности, может быть, человек заикается, и из-за этого ему сложно общаться, да, то есть есть какие-то страхи, то есть, может быть, есть какие-то дефекты. То есть здесь разные моменты могут быть, но проблема как раз-таки в коммуникации. И вторичная выгода в том, что, включаясь в это состояние, чувство беспомощности, да, я беспомощен, все, значит, я ни с кем не общаюсь, я закрываюсь, и тем самым я получаю вот это вот свое личное пространство, в которое никто не входит, и я в нем чувствую себя в безопасности. То есть здесь вот я говорю, какой-то момент опасности есть. Возможно, это из детства. Вспоминайте, когда были такие моменты у вас, когда вас надо было в кавычках защитить, может быть, напрямую надо было как-то защитить от какой-то угрозы, и не было человека рядом с вами, вы не чувствовали себя в безопасности, и вот какой-то такой момент, вот страх, здесь яркая какой-то эмоция, он сработал, и у вас это запечатлилось в памяти. Еще какие вторичные выгоды есть в этом состоянии борьбы? Ну вот опять-таки же по жезлам, видите, по коммуникациям, что я не собираюсь ни с кем бороться, да? Хоть и есть вот это вот чувство, что ты один против всех, но здесь вот этот момент, я не хочу уступать в какую-то конкурентную борьбу с другими людьми, я не конкурирую, потому что здесь вот опять-таки ощущается страх. Что здесь за страх? Почему вы боитесь войти в конкуренцию? То есть вы боитесь заявить о себе. В чем здесь страх? Ну вот вашей эмоциональности, да, что меня могут подавить, меня могут использовать, вот я не справлюсь. То есть здесь человек, опять же таки, может быть по природе мягкий, может быть такой, знаете, чувствительный, ранимый, нежный, и поэтому он избегает каких-то конфликтных ситуаций, потому что изначально чувствует себя в проигрышной, да, какой-то такой позиции, поэтому я лучше промолчу, да, здесь человек, который будет сглаживать углы, будет избегать каких-то конфликтов. Здесь есть еще такое, знаете, что я не буду настаивать на своей позиции, возможно, есть вот какая-то такая рыбья энергия, да, ускальзывать, какая-то вот обтекаемость, недосказанность, что-то вот как умалчивание. Почему? Потому что вот как будто бы прямолинейность, она вас пугает, то есть вы как будто бы боитесь сказать, я не знаю, правду, боитесь что-то сказать, и потом вам придется, не знаю, вот как-то бороться за себя, что ли, отстаивать свою позицию, что-то кому-то доказывать, а вы вот этих энергий не хотите. Почему вы их не хотите? Потому что вы чувствуете, что вы в этой борьбе проиграете, поэтому изначально вы идете на попятную. Здесь вторичная выгода оставаться в своей какой-то вот позиции, потому что не хочу ни с кем соревноваться, не хочу ни с кем сражаться, не хочу ни за что бороться. То есть здесь, вы знаете, вот как будто бы вообще отказ идет от борьбы. Исходя из этого, здесь есть вот этот вот характер, опять же таки, не у всех, но у некоторых есть такая черта характера, когда если судьба сама даст, окей. И не могу сказать, что здесь фатализм полный, но в любом случае здесь человек как-то вот смиренно принимает какое-то решение. Например, если в расставаниях, да,
там партнер, либо другой человек скажет, ну все, я ухожу. Вы в большей степени, да, вам будет неприятно, но вы будете соглашаться, вы не будете бороться, там, не знаю, как говорят, за свое счастье, еще что-то. Вы это будете говорить о том, что, ну окей, если меня любят, значит будет со мной. Если не любят, то значит и не нужно. Вот. Но все люди разные, да, и, возможно, ваш партнер каким-то образом хочет понять, насколько вы им дорожите. Ну, отношения разные бывают, люди разные, кому-то важно доказывать чувства свои, а кому-то, наоборот, вот такая вот позиция, что хочешь будет, не хочешь не надо, да. И партнер ваш может воспринимать как какое-то безразличие с вашей стороны, либо холодность, хотя на самом деле такого нет. То есть здесь могут проскальзываться такие черты, знаете, избегающего типа личности, да, то есть я хочу близости, но я ее дико боюсь, поэтому я ее буду избегать. Вот какие-то такие моменты, но вот у меня идет, если мы говорим о детских каких-то травмах, да, вот это вот чувство покинутости, вот оно меня не оставляет, и оно проигрывается в разных ролях. То есть либо нету какой-то защиты, меня никто не мог защитить, либо вот это вот чувство, да, что меня мама все время оставляла одну дома, либо в нужный момент не было другого человека, который бы мне там что-то подсказал. И вот я все сама, потому что не на кого было опереться. То есть вот я какая-то покинутая, да, то есть вот это вот чувство в заголовке нашего расклада «ты один против всех», ключевое слово «один». Вот какой-то вот мне идет здесь покинутость. Вот меня как-то, может быть, в прямом смысле, да, родители оставляли там у бабушки, у дедушки, и есть вот это чувство покинутости. А может быть, и нормальная семья была, но вот это вот все равно ощущение, что я не нужен, я нежеланный, я вот какой-то вот покинутый, вот какой-то вот ущербный. Здесь вот эта вот детская травма, она остается и она есть. Так, поэтому здесь вот периодически вы как-то закрываетесь, вы держите дистанцию, вы отдаляетесь, всю свою агрессию направляете в большей степени на себя, я виноват, да, вот чувство вины берете на себя, я причина всего, может быть, со мной что-то не так, но много здесь каких-то заблуждений идет, да, придуманности какой-то. Так, а что вообще хочет традиция вот вместо этого чувства, вместо чувства беспомощности, там, непонимания, покинутости вот, и так далее, так далее. Вот вместо вот этих чувств, что хочет традиция вместо этого? Какое чувство? Аркан смерти, хочу все бросить, хочу переродиться заново, хочу иметь возможность начать все с чистого листа. Вот колесо фортуны как раз и говорит, да, о переменах. Сейчас подвину карты. О переменах. Хочу, не знаю, быть счастливчиком судьбы, если так можно сказать, да, либо выйти из этого сценария. Прямо здесь это очень-очень важно для вас. Два великих аркана выпало. Хочу быть удачным человеком, да, хочу изменить свою судьбу. И еще какое чувство здесь хочет родиться вместо этого? Рыцарь жезлов. Какие-то такие позитивные нотки, интерес, уверенность в себе, желание, да, вот здесь много огня, желание двигаться, желание общаться, желание, опять-таки, заметьте, жезловость, да, вот то, что здесь выходила королева жезлов, Фрида Кало и ее муж, а рыцарь жезлов здесь, да, то есть вот пара сама по себе вышла, не король и королева, а именно рыцарь жезлов. Все время я его забываю, фамилия ее мужа, тоже художник известный. Желание двигаться, верить в себя, не бояться общаться, не бояться выражать свои какие-то идеи, даже если они не подпитываются, не знаю, какими-то фактами. Но вот здесь вот позитив, здесь радость жизни, здесь удовольствие. Очень много позитивного момента здесь идет. Еще какие чувства хотят родиться вместо этого? Четверка жезлов. Заметьте жезловость, вот то, что вам и не хватает. Праздника, чувство праздника, стабильного праздника, что все хорошо, вокруг меня есть люди, на которых я могу положиться, с которыми я могу общаться, которые меня понимают. Но, опять же таки, для того, чтобы вас понимали, вы должны быть понятными для других людей.
значит, велика вероятность, что вы должны в себе что-то изменить, не полностью себя менять и не подстраиваться под других, а что-то должны в себе изменить. Возможно, вот эта вот ваша таинственность по верховной жрице, возможно, какая-то замкнутость, отдаленность от других людей, она воспринимается как то, что вы непонятны людям. И когда мы что-то не понимаем, мы от этого закрываемся. То есть, возможно, люди вас не понимают, и поэтому они отстраняются от вас, они уходят, потому что плюс ко всему вот эта вот какая-то замкнутость и интровертность и таинственность, которая присутствует, она может отпугивать, потому что вы становитесь непредсказуемыми, и люди не знают, что от вас ожидать. А если они не знают, то они стараются избегать этого. И вот здесь вот это вот недопонимание присутствует по двойке кубков. Нету вот этой взаимности. Вы непонятны людям, люди от вас уходят. Значит, вы должны быть понятным. Кто-то спросит, а как мне быть понятным? Показывать, выражать через коммуникацию. Если вам что-то не нравится, говорите об этом. Если вам что-то нравится, опять-таки говорить. То есть, когда мы что-то понимаем, когда есть ясность, когда нету какой-то, вот знаете, недосказанности, искаженности, недопонимания, обмана. То есть, когда все понятно, все конкретно, все по существу, вам это будет сложно, потому что вы по королеве кубков большей части своей жизни вот как-то, знаете, увивались, была какая-то вот изворотливость. Я не могу сказать, что вы как-то обманываете других людей, но вот какая-то приспосабливаемость у вас есть. То есть где-то вы можете что-то не сказать о себе, где-то наступить себе на горло, то есть пойти против себя, чтобы как-то понравиться другому человеку, чтобы, может быть, как-то услужить, чтобы сгладить как-то вот острые углы. То есть, вы понимаете, здесь как хамелеон, человек, который под ситуацию принимает тот или иной боевой окрас. А в идеале было бы здесь, чтобы вы были понятны. То есть, если вам что-то не нравится, не бояться это сказать. Если вас что-то не удовлетворяет, не бояться это сказать. Не надо конфликтовать, надо научиться озвучивать то, что вы хотите. Свои желания, свои намерения, где-то с чем-то не соглашаться, где-то говорить кому-то нет. Но вот здесь вот этот вот страх, знаете, он идет как бумерангом. С одной стороны, вы боитесь это сказать, чтобы от вас не отвернулись, а с другой стороны, вы не говорите, и от вас отворачиваются. То есть то, чего вы боитесь, вы это по факту и получаете. И здесь вот этот вот замкнутый круг. Поэтому эмоции, которые вы хотели бы, позитивные, такие легкие, праздник, движение вперед, какая-то вот активность, движуха, куда-то сходил, что-то посмотрел, с кем-то пообщался, переписка. Сходить куда-то в гости, увидеть каких-то людей, где-то вместе сообща что-то отпраздновать. Такие приятные энергии, добрые, открытые, далеки от страхов. И последний вопрос. Как помочь себе, чтобы ощутить свою силу и не быть зависимой от чужой зависимости, скорее всего, и не быть в зависимости от чужой помощи, да, то есть как ощутить свою силу. Странный такой вопрос, не знаю, почему я его так сформулировала. Ладно, как помочь себе, чтобы ощутить вот эту вот свою силу, чтобы не чувствовать себя беспомощной? Как помочь себе? Я вот думаю, может быть, этот расклад мне кто-то предложил, потому что как-то странно сформулирован вопрос, но сейчас уже не помню. Не исключено. Как помочь себе? Как помочь себе? Четверка кубков. Вот глядя на этот аркан, вот как помочь себе? Смотрите, здесь выход есть, здесь выход сверху и снизу, да, как крест. И стоит человек в углу, крылья у него упали, то есть у него есть все в его руках, у него есть возможность этих крыльев, да, прилепить эти крылья и спуститься на землю. Хочешь наверх, хочешь направо, налево, вниз, то есть шанс, возможность изменить есть.
Но человек не берет, вот он забился в этот угол и не совершает никаких действий. Почему он этого не делает? То есть шанс, возможность здесь есть. Почему он этого не делает? Не знаю, здесь какое-то вот внутреннее такое состояние, когда человек не может сам себя перебороть. То есть он все понимает, он не глупый здесь человек, он видит перспективы развития, он видит, что вот в той клетке, в которую он сам себя загнал, ему уже тесно, что нужно развиваться. Но, к сожалению, он реально из-за своего какого-то страха здесь, да, здесь как это слово сейчас, оцепенение. Вот здесь человек попал в какое-то состояние оцепенения, вот по повешенному здесь, и он как-то, знаете, заморозился, то есть его страх настолько напугал, что он элементарно, видя решение, он не принимает его. То есть, знаете, видишь, вот ты стоишь перед выходом, и ты его в упор не видишь, потому что ты находишься в каком-то таком состоянии, не знаю, замороженном, оцепенении. То есть страх тебя сковал, и ты не можешь совершить никакой шаг. И вроде бы казалось, тебе ничего не сдерживать, нет никаких преград. Но вы сами себя сдерживаете. То есть вот эта вот скованность, она идет изнутри. Здесь вот какой-то вот психологически очень сильный блок, и вы самостоятельно не можете ничего сделать. Здесь, как бы вам это объяснить, такое состояние, вот я вижу выход, да, вот я все понимаю. Знаете, как это, как собака плавала, все понимаю, сказать не могу. А у вас вы и сказать можете. Но вы так смотрите, очень напоминает, как сонный паралич. Когда тело скованное, а сознание, оно уже пробудилось, а тело не успевает за реакциями сознания. То есть тело еще спит, условно говоря, а сознание уже пробудилось. И вот вас одолевает сонный паралич. Вот здесь вот состояние сонного паралича. Как помочь себе? Интересный вопрос. Как можно побороть вот этот вот сонный паралич? Ну, изначально нужно расслабиться, потому что здесь вот этот страх, он не дает вам возможности действовать. Чего вы тут так сильно боитесь? Ну, вы боитесь чувств, понимаете? Вы боитесь, вот то, что я сказала изначально, вы боитесь этой близости с людьми. А вообще для избегающего типа личности, да, люди, которые хотят близости, но они ее избегают, решение приходит, как ни странно, только при взаимодействии с другими людьми. То есть вы не сможете в кавычках излечиться, если вы будете все время отдаляться от людей. Вот как бы вам ни казалось странным, что ну меня же никто не понимает, да, я же все равно чувствую, что все против меня, я чувствую эту беспомощность. Вот чем больше вы это чувствуете, тем больше вам нужно идти к людям. Вот какой-то вот такой вот парадокс, но сами с собой наедине, там, через психоанализ не получится. Вам так или иначе нужно будет здесь научиться взаимодействовать с людьми. Вот вы их боитесь, и вам нужно идти туда. Вы боитесь общаться, и вам нужно как можно больше общаться. Только так постепенно вы сможете преодолеть вот этот свой страх через чувство постоянства, то есть уметь выбирать для себя людей. То есть помимо того, что общаться, но не со всеми людьми, а выбирать для себя безопасных людей, там, где вы чувствуете стабильность. То есть вроде бы общение есть, но эти люди, они вам понятны. Так же, как и вы понятны им. То есть они должны быть похожи на вас в каких-то, не знаю, взглядах, в убеждениях, в ценностях. И со временем выстраивать, то есть здесь ключевое постоянство, понятность и время. Нужно дать себе время, чтобы выстроить с людьми взаимоотношения. Но здесь не быстрый путь, но решение здесь возможно. Как помочь себе, чтобы не быть зависимым от чужой помощи, вот как себе помочь, да?
Тройка монет, видите? Так или иначе взаимодействовать с другими людьми, общаться. Сеять семена в своем сознании. Вот маг здесь говорит как раз-таки о том, что происходит в нашей голове. Да? Вот в вашей голове вот эти вот все каляки-маляки, это такая скоростные мыслительные процессы происходят. И поэтому вы можете себе помочь тем, что будете сеять правильные мысли, правильные идеи. Откуда они появляются? Через понимание ситуации, через понимание того, что со мной сейчас происходит, почему я чувствую скованность, какой страх всплыл, что я увидела, что напомнило мне что-то из прошлого. Вот понимание вот этих вещей в конечном итоге приводит к осознанности, к пониманию того, что окей, это было когда-то, это было в детстве, почему я сейчас воспроизвожу эту ситуацию, я не хочу так, я хочу по-другому. А как по-другому? Вот я хочу больше позитива, я хочу больше доверяться. Давай я попробую довериться. Не факт, что вас не обманут, не факт, что вас не ранят, не факт, что вам не причинят боль, либо вы сами себе не причините боль. Но преодоление, используя свою силу воли и используя свое сознание, вы постепенно должны выстраивать позитивные какие-то мыслительные вот эти вот синапсы, чтобы выстраивалась логическая цепочка позитивная. Время нужно. Знаете, вот я боюсь, но я это преодолеваю, я это делаю. Страшно, но я это делаю, я иду в свои страхи. То есть вам нужно себе как-то объяснять, что страх, за исключением каких-то определенных моментов, которые касаются безопасности жизни, да, когда вам действительно что-то угрожает, во всех остальных моментах это иллюзорность ума, придуманная. И если это придуманное, значит, это можно распридумывать, да? Нету такого слова, но понятие, думаю, вам ясно. То есть если вы что-то тут себе один раз придумали, вы можете перепридумать что-то другое. Здесь нужно сеять правильные мысли, правильные картинки, правильные иконы. То есть того, что... иконы, это греческое, картинки. Того, что вы хотите. Не того, от чего вы избегаете, а того, что вы хотите. Вот вам все время надо проливать какой-то свет. То есть если то, чего вы боитесь, потому что нету... Это вы боитесь, когда есть недостаток информации, когда вы что-то не знаете, когда вы что-то не понимаете. Поэтому вот то, чего вы боитесь, вам нужно в этом разобраться, вам нужно понять, вам нужно собрать необходимую информацию, чтобы этот страх, он уменьшил свое влияние на вас, он полностью не исчезнет. Но он не будет вами, на вас давлеть, он не будет вами управлять так сильно. Во всем вам здесь нужна ясность, то есть решение – это как ясность, понимание процесса. А когда вы понимаете, вы можете по-другому немножечко действовать. И большое количество действий, попыток создает новый опыт. Только так. Здесь нету какой-то волшебной таблетки, вот что-то вот я подумала как-то так, и все. И у меня в жизнь поменялось. Нет. Здесь Паш Монет говорит о том, что нужно сеять. Нужно сеять позитивные семена, здесь нужно прикладывать усилия. А когда есть страхи, мы, как правило, не прикладываем усилий, потому что мы и так боимся. Нас надолго не хватает. Ум нам говорит, да брось ты это дело, да, страшно, ну его, не обращай на него внимания. Жили столько лет вот, в ощущении беспомощности, ничего, выжил же, и будем продолжать. И вот здесь вот как раз-таки должна включиться ваша воля, ваше сознание. Вот когда я говорю об осознанности, вот это вот и есть осознанность. Когда человек понимает, что у него есть страхи, у него есть какие-то рефлексы, какой-то прошлый негативный опыт, и в это не хочется погружаться. И ум говорит о том, что ну оно тебе надо, брось его. Все окей, да, мы и так с этим справимся, вот как жили, будем жить по старым сценариям. А осознанность как раз-таки, это есть вот это вот внутреннее, не знаю, какое-то состояние, когда ты понимаешь, что ты выше этого, что ты можешь с этим справиться,
что ты не пойдешь на поводу у своих инстинктов и у своих страхов. Но для этого нужна воля. Вот то, что мы говорим, не у всех людей есть сила воли. Вот мы начали с аркана силы. Включите эту силу воли, используйте ее. Если вы хотите действительно развиваться. Если вы не хотите развиваться, окей, это тоже нормально, это тоже приемлемо, но тогда вы будете просто продолжать воссоздавать на автомате вот эту ситуацию. Тогда вопрос к тому, что а зачем мы смотрим решение, если по сути мы ничего не хотим решать. Если мы хотим услышать то, что нас обрадует, да, какие-то наши ожидания, это один момент. Но, как правило, если мы получаем подтверждение своим ожиданиям, да, что вот есть какая-то волшебная таблетка, либо еще что-то, то это не работает. Потому что если бы это работало, вы бы уже 100 раз получили подтверждение, что-то изменили. А если ничего не меняется, значит, надо как-то по-другому подходить к этой теме. Как-то так, вот такой расклад был. Я просто, вы знаете, в процессе сейчас, расклад закончен, я просто вот думаю, может быть, мне этот расклад кто-то и предложил. То есть я вот не отметила ни имени, но я, к сожалению, не помню. Потому что вот меня немножко смутила формулировка последнего вопроса. Я так не использую в своей речи. Поэтому, наверное, кто-то предложил. Поэтому, если среди вас есть человек, который предложил мне этот расклад, а я сказала, что это я подумала, то, значит, здесь я обманулась. Возможно, это и не мое авторство, но не суть. Просто я люблю честность, и здесь, скорее всего, что-то пошло не так. Возможно, придумала того, чего нет. Вот. Если есть среди вас автор, окей. Я здесь как-то не совсем уверена, что появились какие-то сомнения здесь. Но, думаю, вам это не столь интересно. Прощаюсь с вами. На этом все. Хочу пожелать вам прекрасной недели. Напоминаю, что вы можете ко мне обращаться за любыми моими услугами, подписываться на мой телеграм, приходить в мою платную группу в телеграм-канале, если вы хотите развиваться вместе со мной, получать дополнительную какую-то информацию. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.